Всем привет, с вами Джерик. Сегодня нас ждет уникальное путешествие из Днепра в Донецк через Покровск по самой детализированной карте в Евротрек Симулятор 2. От реальности почти не отличить. Начинаем маршрут с Левобережного 3, самого оживленного массива Днепра, а впереди нас ждут знаковые места Днепропетровской и Донецкой области. Прямо сейчас мы приближаемся к торгово-развлекательному центру «Караван», который виднеется с правой стороны от нас. Это один из крупнейших торговых центров в Днепре. Открылся он еще в 2008 году и быстро стал популярным местом для шопинга. Внутри очень много магазинов и даже был каток. Но, к сожалению, сейчас вместо катка там картинг. Но это очень важная точка конкретно данного жилмассива Левобережного. И он выглядит просто потрясающе. Реально от реальности вообще не отличить как и карту, так и жилмассив. У нас тут даже какой-то ездит автобус. Посмотрите, как выглядит торговый центр «Караван». Вывеска «Ашан». Это просто потрясающе. Вот здесь еще не хватает Макдональдса. Вот здесь у нас находится Олди. Я рассказываю как житель Днепра, потому что я живу в этом городе. Для меня вот тот же Левобережный 3 это один из роднейших жилмассивов, если так можно вообще выразиться. Очень красиво выглядит. Тут троллейбусная развязка, тут ездит транспорт. Я не знаю, как людям удалось это сделать, такую карту, но разработчику реально респект. Посмотрите, даже дома выглядят примерно одинаково. Да, тут немножко другая раскраска, немножко по-другому выглядят остановки, въезды, но тем не менее это реально выглядит очень реалистично. Жилмассив Левобережный это один из самых густонаселенных районов города. Он вообще появился в 1980 году и стал вообще очень важной частью городской инфраструктуры. Здесь как и многоэтажки, так и десятиэтажки, хотя жилмассив сам по себе маленький. Вот как вы видите, он в принципе уже закончился даже на вот этом вот отрезке карты, который, соответственно, не дает мне проехать прямо. Мы пойдем в обратном направлении. Справа от нас находятся две среднеобразовательных школы. Одна из них 135-я, в которой я изначально учился, а вторая вот 138-я. Конечно, я не знаю, будет ли тут вообще их видно, но вот какое-то здание, по идее, это какая-то из школ. Да, скорее всего, это 135-я, там где-то находится 138-я. Это жесть. Я до сих пор не верю в то, что мы катаемся чуть ли не по моему самому родному Левобережному 3. Это жесть. Посмотрите, какая же красота. Ехать мы будем в Донецк, но я решил вам показать, как вообще выглядит данный жилмассив, потому что это редкость, когда в какие-то игры добавляют вообще карты Днепра. За это реальный респект. Кстати, с правой стороны от нас будет находиться улица Щербины, которая называется у нас уже улица Николая Михновского. Но, к сожалению, дорога там закрыта, хотя если немножко проехать по тротуарам, то проехать по этой дороге, соответственно, можно. И что-то даже там и увидеть. Мы этим, конечно, не будем заниматься. Мы немножко посмотрим вот таким вот образом, как оно там вообще смотрится. Но просто потрясающе, да. Скажу сразу то, что по масштабам карты немножечко все поменьше. Вот, допустим, там многоэтажка стоит. Да, у нас тоже есть многоэтажка, но немножечко масштабы меньше, потому что все-таки немножечко расширение выглядит у нас улица Щербина, так же, как и расстояние вот от Каравана до... Хотя, смотри, нет, я хочу сказать то, что вот расстояние от Каравана до того светофора примерно такое же, как и у нас. Вот здесь находится у нас справа автомойка, а за светофором, если туда вот прямо проехать, там, где мы начинали наше с вами путешествие, находится Березинка. Ну, у нас, знаете, как улица... даже рынок Березинский, там вот по левой части, вот там, где мы на светофоре стояли, находятся строительные материалы, но мы прямо сейчас поворачиваем направо, мы поворачиваем в сторону Донецкого шоссе. Это также одна из главных магистралей Днепра, которая соединяет левый берег с правым берегом, ну и, конечно же, с восточными дорогами, которые ведут в сторону Донецка, поэтому, собственно, Донецкое шоссе так, соответственно, и называется. Дорога бывает тут очень часто загружена, так как тут бывает очень много светофоров, тут ездит очень много фур. По шоссе проходит очень огромное количество грузовых маршрутов. И, кстати говоря, мы уже подъезжаем к развязке, где поворачивают у нас трамвай. У нас ходят Татры. Ну, в основном Татры, бывают как бы и старые модельки, но ходят в основном Татры. Там, если честно, там особо ничего интересного нету с правой стороны. Вот, кстати, трамвай у нас едет, посмотрите. У нас, в принципе, такие трамваи ходят, но, к сожалению, не по этим маршрутам. По этим маршрутам у нас ходят еще старенькие трамваи. 18 и 19 маршрут, вот смотрите, вот примерно у нас
такого рода, кстати, смотри, трамвай-то так уверенно едет, я думал, сейчас машину врежется. Тут у трамвая, кстати, остановка. Это у нас остановка Ясень. Вот трамвай у нас остановился. Открывает двери, хотя не, к сожалению, в игре двери он не открывает, но понятное дело, то, что в реальности дверь открывает. Вот здесь у нас также находится АТБ, но это, скорее всего, не АТБ. Но тут у нас находится несколько магазинов, несколько ларьков, сильно не будем заострять внимание. Донецкое шоссе на самом деле очень вытянутое, очень широкое. И за такое короткое время мы уже не могли оказаться на Фрунзенском. То есть мы уже подъезжаем к Фрунзенскому. Хотя у нас тут должно было быть где-то Бага-Маза, еще несколько остановок. Но данная карта все-таки, да, немножко сделана покороче, но тем не менее мне это нравится. Вот тут у нас еще заправка. В игре, к сожалению, она не функционирующая. Но тем не менее, так, я круиз... О, я поставил круиз-контроль, отлично. Давайте по круиз-контролю ехать, я вам буду показывать. Вот, смотрите, вот так у нас выглядит жилмассив Фрунзенский. Вот у нас с трамвая еще одна остановка. Походу, трамвай нас очень любит догонять. Вы знаете, я хочу сказать то, что действительно очень сильно похоже на то, как выглядит это все в реальной жизни, просто немножечко покороче. Вот если кто был в Днепре, реально скажите, насколько это сильно похоже, если кто-то живет в Днепре. Вот скажите, вот, кстати, у нас и Богданы катаются. Тут еще на карте есть и автобусы, и троллейбусы автономные. У нас такие тоже катаются еще эталоны. То есть тут даже трафик именно тот, который в городе Днепр. Блин, открыл для себя вот эту фишку круиз-контроля. Очень удобно с ним кататься. Кстати, по поводу того, где мы находимся сейчас. Сейчас мы заезжаем на Кайдакский мост. Да, кстати, в реальности тоже по Кайдакскому мосту у нас идут трамвайные путя. Вот, собственно, это река Днепр. По левую и по правую сторону от нас. Тут не хватает гостиницы «Парус». Ну, да, гостиница «Парус» не такой важный объект. Но вот там вот где-то у нас Сечеславская набережная, новый мост. Но, к сожалению, на этой карте тут их нет. Есть тут, конечно, касцена. Но, честно скажу, касцена тут не такая интересная. То есть она не показывает то, что находится сзади. В основном касцена показывает вот эти виды, к которым мы сейчас подъедем. Быстренько с вами посмотрим и будем уже отправляться в сторону Донецка. Потому что это будет одна из главных точек, куда мы везем. Кстати, забыл сказать, то, что мы везем что-то с АТБ. Ну, если бы точнее, мы везем пустые палеты, скорее всего, для АТБ. То есть, скорее всего, какой-то АТБ у нас открывается в Донецке. Мы туда будем везти палеты. А Кайдакский мост — это тоже очень-очень важная развязка, совсем забыл сказать. Длина моста вообще составляет 1732 метра, чтобы вы поняли. 1732 метра, а мы их проехали вот буквально за считанные секунды. Так, мы тут аккуратненько съезжаем с моста. В реальной жизни тоже вот такой вот примерно спуск, хотя там есть как бы еще один. Можно... Есть такой переезд через рельсы, то есть можно было повернуть налево и там, соответственно, уже также с той стороны спуститься. Ну, тут спуск, понятное дело, будет один. Ну и вот это вот набережная Заводская. Мы по ней кататься не будем, потому что тут особо, да, как и в реальной жизни, так и на карте ничего особо нет. Поэтому мы просто сейчас развернемся и будем уже ехать в сторону Донецка. Вот, а по пути я буду вам рассказывать то, что вот... Если бы на этой карте была бы Сечеславская набережная, мы бы подъехали к ней, но, к сожалению, там дорога закрыта. Потому что Сечеславская набережная — это одна из длиннейших набережной чуть ли не Европы. Вот. У нас город Днепр сравнивают в плане самой длинной набережной. Там находятся не только красивые виды на речку Днепр, но и легендарный пешеходный мост, ну или, как его называют, мост любви. Вдоль набережной проходит важная транспортная также сеть, то есть там катается и общественный транспорт, и также, если там какие-то автобусы межгородние, они тоже, соответственно, катаются. Так, круиз-контроль поставил? Да, вроде поставил. Вот. Также там есть жилмассив Победа. Ну, город у нас на самом деле очень даже большой. Город-миллионник. Но, к сожалению, на этой карте у нас нету пока центра города. Нету, соответственно, правого берега. Хотя, я вам скажу то, что я видел обзоры на ютубе, то есть с той же картой Днепр, но там как раз таки есть не левобережная часть, а правобережная часть города Днепр. Как раз таки там есть и Сечеславская набережная, и подъезд к новому мосту, но там Днепр сделан намного меньше, чем сделан здесь. Я вам скажу то, что реалистичный Днепра, вот кроме вот этой вот карты, вы больше нигде не найдете. Карта называется Donbass Map. Я оставлю ссылку в описании, если кому надо, то скачивайте. То есть, если вам непонятна инструкция, кстати, вот, у нас тоже такие вот эталоны катаются. И белые, и желтые, и разноцветные. Я вам оставлю ссылку на скачивание этой, соответственно, карты.
Вот, вы просто там переведите на русский язык, и вам будет понятно, как это, соответственно, сделать. А мы проезжаем вдоль красивой реки Днепр. Конечно, она немножко тут не так выглядит, как на самом деле, но понятное дело, то, что это всего лишь Евротрек. Давайте немножечко... А, кстати, круиз-контроль... А, ну да, круиз-контроль я, в принципе, сбил. Как только я начинаю ехать, я круиз-контроль сбиваю. Вот, сейчас мы будем ехать в сторону Подгороднего. Подгороднее... Знаете, я вам хочу сказать то, что насчет Подгороднего я... Это называю... Больше я считаю как поселок, хотя это также считается городом. Вот, как говорится, город-спутник Днепра. Вот, Подгороднее. То есть, в принципе, под городом, если так, ну, грубо говоря. Вот, он находится в 15 километрах от центра города. То есть, от центра Днепра находится Подгороднее. Я, правда, не знаю, будем ли мы там сейчас проезжать. Но это чуть ли не один из самых чистых районов у нас города. То есть, трасса М04, все как полагается. В прошлом это была вообще казачья слобода, а сегодня быстро развивающийся пригород. Ну, город, пригород, как будет удобно. Прямо сейчас, если кто не понял, мы едем опять же по Донецкому шоссе, но в обратном направлении. Вот, опять же, я не вижу тут Петрозаводской. Есть тут еще всякие улицы. Ну, именно на этой карте не вижу. В реальности как бы есть. Немножко тут как бы всего поменьше. Но, тем не менее, это у нас Донецкое шоссе. Так, я поставлю круиз-контроль, пусть пока себе там едет. Так, вот у нас трамвай. Вот это вот поворот налево. На наш любимый левобережный 3. Эх. Очень приятненько покататься по своим родным местам. Так, а я успеваю на светофор, и нам как раз таки надо ехать прямо. Вот. Вот, кстати, автономный троллейбус стоит у нас там, который может ездить бесконтактной линии. У нас таких, кстати, много. Вот. Мы продвигаемся вдоль Ашана. Кстати, у нас там есть и кинотеатр, мультиплекс, комфи-магазин. У нас там очень много магазинов в Караване. То есть Караван у нас самый, чуть ли не самый мажорский торговый центр. Но, к сожалению, из города Днепр мы выезжаем. И сейчас будем уже совсем скоро подбираться к области. Тут максимальная скорость 60 км в час рекомендуется. Хотя, я вам скажу то, что при выезде из города Днепр, ну, по крайней мере, те водители, которых мы видели, они катались как бы и больше 100. Ну, так как бы водители бывают разные, они катались и больше 100, там и 120, и... Сколько только они катались. Так, ну давайте, соответственно, постоим. Светофоры у нас, конечно, не самые реалистичные. У нас все-таки светофоры, да, светофоры не такие. И забыл сказать то, что по развязке, вот там, где у нас была Березинка, у нас как бы было 3 ряда вот здесь вот, на вот этой вот трассе Донецкой. Но... Как раз таки в сторону Березинки там тоже должно было быть 3 полосы, а их было только 2. Кстати, Подгороднее мы походу проезжаем, потому что, насколько я понимаю, оно где-то вот в той части, хотя может быть и нет, сейчас посмотрим. В принципе, пока карта совпадает с тем, что мы вообще видим в реальности, хотя вот метро, вот эпицентр где? Должен быть где-то... А, вот эпицентр, да, все, тогда совпадает. Вот смотрите, у нас тут есть даже эпицентр. Немножко... Выйдя за город, вот у нас там за кустиками эпицентр. Не сильно, возможно, будет видно. Я пытаюсь так, ну, немножко вам показать. Надеюсь, вы успели увидеть. То есть, вот, вон он, соответственно, виднеется. То есть, на него также можно съехать было по тому же светофору. Но нам туда не надо. Мы везем, как бы, палеты, АТБ в Донецк. Ну, или в Донецкую область. Ну, скорее всего, в Донецк. Потому что не уточнялось то, что конкретно в область. Прямо сейчас мы скоро будем вообще выезжать. Так, мы выезжаем на... какую-то из главных трасс. Не знаю, насколько здесь будет интересно, но тем не менее мы сейчас здесь едем. Так, и нам необходимо... Так, вот, кстати, да, мы въезжаем в Подгороднее. Все, собственно, все-таки в Подгороднее мы немножко проедем. Вот это у нас... Ну, вот опять же, сами оцените, поселок, не поселок, но пригород, ну типа, блин. Так, а что-то они все здесь остановились, что-то... А, наверное, пропускает эталон. Ну, понимаете, как бы в реальной жизни тоже надо пропускать общественный транспорт. Так, и у нас тут какая-то мега неприятная авария. Так, а меня пропустят? Ага, ну, в принципе... Так, ну, в принципе, товарищ, да, вроде как едет. Так, главное, чтобы я его не зацепил, а то сейчас еще будет... мне тут некие штрафы. Кстати, на этом заказе есть также... Ой, на этой карте есть еще... Заказы такие, как новая почта, мороженое, лосунка. Ну, все как, знаете, в духе прям такого прям... Эх. Таких, знаете, как многих лет назад. Но как бы это не совсем правильно сказано, потому что... Потому что все-таки вот та же карта Днепр, она сделана
Вот как минимум с 2008 года, вот как открылся торговый центр Караван, то есть его захватили, то есть можно сказать уже то, что как минимум это 2008 год. А так, как бы дальше это уже оценивать вам. Конечно, это делать все, скорее всего, по Google картам, потому что самого создателя не было у нас в Днепре. Конечно же, потому что он по-любому не только разрабатывал Днепр. Ну, собственно, о самом создателе я ничего не могу сказать. Могу сказать только то, что мы едем сейчас, скорее всего, это будет дорога в Покровск. То есть мы сначала пройдем Покровск, не знаю, правда, какого он будет размера. Если кто не знает, это такой город в Донецкой области, который раньше вообще назывался Красноармейском. Он также является ключевой транспортной развязкой, транспортным узлом, вот, через который проходит очень много маршрутов, в том числе и грузовых. Также там находится железная дорога, которая соединяет восток и центр Украины. Но это было как бы на какой-то, соответственно, моментик. Так, ну что, мы пока что едем по одиночной дороге, пока что ничего не предвещает каких-либо изменений. Я пока, кстати, не знаю, выехали ли мы из Днепропетровской области или нет. Так, надо аккуратненько, кстати, поворачивать. Мы, если что, играем на руле для того, чтобы было более комфортное управление. Вот, можем вот так вот также посмотреть, что у нас происходит тут справа, слева. Ну, пока что тут чисто поле, как бы. Не знаю, кстати, насчет дороги конкретно вот этой вот. Я вам чисто рассказал про сам город, потому что в данном городе Днепр я проживаю. Мы немножко больше на нем заострили внимание. Так, и здесь что-то у нас, видимо, начинается. Здесь у нас, скорее всего, кто-то будет куда-то поворачивать. Так, а вы, товарищи... Не, ну как-то они там очень долго поворачивают. Кстати, справа у нас находится железная дорога. Вот, возможно, мы... О, кстати, возможно, вон, видите, вот та синяя штучечка очень похожа на стелу. Вот, стела это, знаете, как, ну, статуя, как знак того, что вы въезжаете или выезжаете из какой-то там области, какого-то города. Скорее всего, мы сейчас выйдем из Днепропетровской области. Но я не знаю, насколько сейчас мы выйдем, потому что там очень много машин поворачивает. А нам необходимо проехать прямо. Я очень сильно надеюсь, что мы не будем здесь очень долго стоять, потому что хотелось бы вам очень много чего показать. Вон, видите, сколько машин выезжает? А там немножко тут сужение, там расширение. Вон, видите, сколько там вообще машин сзади меня стоит. Это жесть. Так, ну я надеюсь, что... А, там как раз таки фура еще поворачиваю. Так, брат, я надеюсь, что ты успеешь повернуть. Потому что не хотелось бы очень долго ждать, пока ты это вообще сделаешь. Хотелось бы очень многое показать. Ну да, он еще будет ждать, пока те проедут. Эх, ну давайте подождем. Давайте пока обменяемся эмоциями. Как вообще вам город Днепр? Понравился ли он вообще со стороны? Конечно, не сильно умно судить по самой игре, потому что в игре, конечно, не так уж все сделано точечно, как и на самом деле. Блин, там машины когда-то кончатся. Машины не кончаются. Ну давай, ну хотя бы после этой поверни. Ну вот, поверни сейчас. Ну сейчас же можешь Смотри, и сейчас не поворачивай. Ну вот. Вот сейчас точно повернет. Смотри, вот сейчас повернет точно. Наконец-то мы этого дождались. Так. Все, мы едем. А, ну там не только он поворачивает. Тут еще есть желающие. Но он-то повернет. Ну куда? Ну почему ты стоишь? Блин, ну что это такое, блин? Возможно, кстати, как с реальностью. То есть, знаете, как в реальности вот фура несется. Вот, видите, как быстро едет. Вот, в Евротреке, кстати, как будто трафик подкрутили на скорость. Прям очень быстро. Смотрите, очень прям быстро едут. Вот эталон повернул. И, походу... Да, спасибо, моргнул мне, спасибо. Блин, а нам необходимо проехать прямо. Нам не дают проехать прямо. Ну давайте, ну поверните же вы уже. Я ж не могу просто взять и нарушить, потому что мы везем очень важные палеты. Мы вообще везем в город Донецк. Я не знаю, как оно будет вообще на этой карте отображаться. Просто в реальности там, скорее всего, есть какие-то там руины, разрушения. Ну, в смысле не Донецк, а этот Покровск. Вот, сейчас мы посмотрим на это. Так, ну что, у нас больше никто, надеюсь, не будет поворачивать. Ай, блин. У нас еще один будет поворачивать. Ну давайте постоим, подождем. Но я надеюсь, ты хотя бы будешь более резвым на поворот. Ты все-таки на легковушечке? Да. Нет, ты... Да, повернул. Ура. Спасибо. Так, все, мы начинаем ехать. Так, сейчас мы посмотрим. Скорее всего, так, круиз ставим. Так, ставим круиз, поставили. Так, и прямо сейчас мы... Да, мы выезжаем из Днепропетровской области. Вот, собственно, это та самая стела. Вот она выглядит примерно вот так вот, как и, собственно, на этой карте. Она выглядит прям точно так же. И где-то сейчас, где-то здесь, скорее всего, будет подобная стела в плане
того, что мы въезжаем в Донецкую область. А, ну вот я ее, соответственно, вижу. Вот мы как раз к ней, скорее всего, подъезжаем. А ну-ка, давайте посмотрим быстренько. Сильно останавливаться не будем, просто посмотрим, она ли это или нет. Да, да, это она, и смотрите, ее даже фотографируют. Ее даже фотографируют, вот такая вот она у нас, Донецкая область. Вот, мы, то есть, переехали границу Днепропетровской области и въехали на границу Донецкой области. Вот, держим путь в город Покровск. Хочу, кстати, акцентировать внимание, то, что здесь именно трасса сама сделана очень коротко. А сами города сделаны, ну, то есть максимально вытончено. То есть из городов выжили прям максимально, что только могли выжить. За это автору огромный респект. Конечно, возможно, кому-то это не понравится, то, что вот подобные трассы, они выглядят намного короче, чем сами города. Но лично я получил огромный восторг от этого. Потому что реально намного приятнее покататься по самим городам, а не по таким вот, соответственно, промежуткам. Так, я уже вижу надпись Покровск. То есть мы прямо сейчас будем въезжать в город, и что-то здесь у нас опять... Так, увага. Увага. Попереду штучна споруда, блокпост. Знизьте швидкість та вимкніть світлофар. Ну, світлофар, я думаю, за нас нам сильно и не убьют, то, что мы их не вырубим. Мы же, в принципе, как бы в игре находимся. У меня почему-то и дальний вообще включен. Так, а как его... Во, я вырубил дальний свет. Что-то я вообще, походу, всю дорогу на дальнем ездил. Ну, в принципе, 13 часов, 13 дня. Так, реально тут какой-то блокпост. Смотрите, и машина даже останавливается. На самом деле, впервые вижу такое вот Евротрек симуляторе. Так, я так понимаю, то, что нам надо, ну, типа, как остановиться. Так, я надеюсь, я там хотя бы вписываюсь по рядам. Так, все, мы постояли, в принципе, и, типа, дальше мы проезжаем. Необычно, конечно, такое видеть в Евротреке. Не знаю, как в реальности. Возможно, в реальности тоже что-то такое. Реально, тут, смотрите, стоит полиция, блокпост. Какие-то будки. Офигеть, я тут езжу на фуре. Груженный водитель. Добро пожаловать в Покровск. Жесть, и там вот какая-то дорога. Кстати, возможно, тоже какая-то дорога открытая, но, тем не менее, на той дороге ничего нет. Поэтому давайте мы аккуратненько. Оп. Так, нырнули. Так, и... Все. Так, все. Мы проехали данный блокпост. Ограничитель скорости тут, кстати, был 20. Едем дальше. Так, и мы въезжаем уже в Покровск. Ну вот, как я и говорил, как бы карта у нас тут не такая уж и большая, не такая маленькая. Шиномонтаж грузовой. Вот, насчет Покровска я прям сильно ничего не могу рассказать, потому что я здесь как бы ни разу не находился. Я, ну, кроме того, что это город Донецкой области, я как бы ничего особо и не знаю. То есть, я имею в виду настолько досконально, как я рассказывал в Днепре, то, что там автомойка, там караван, там, то есть, вот так вот я насчет этого не знаю. Ну, давайте посмотрим, как у нас выглядит. Вот, реально, железнодорожная развязка какая-то мы проезжаем. Так, там какое-то будет сейчас кольцо. Ну, насколько я понимаю, скорее всего... Ой, даже велосипедист. Блин, вот это, кстати, очень реалистично. То есть, здесь катаются велосипедисты. Так, новая почта. Новая почта. У нас тут, кстати, лежачий полицейский перед кольцом. Не знаю, кстати, насколько в самом Покровске тоже так поставлено. Так, у нас дорога в Донецк и в Константиновку. Ну, нам нужно именно в Донецк. То есть у нас заказ до Донецка, поэтому будем сейчас именно ехать до Донецка. Так, и нам необходимо повернуть здесь направо. У нас здесь, кстати, одностороннее движение. Ну, Покровск такой, вы знаете, тоже красивый. То есть интересные тут виды. Такая вот тропинка, дома, такое вот спокойствие. И, кстати, какие-то работы здесь прямо на дороге. Я еле успел заметить, тут какие-то работы, что-то здесь делают, что-то, возможно, с растениями, что-то убирают какую-то дорогу, что-то вскапывают, что-то поливают. Ну, Покровск живет, можно, если так можно сказать. Так, а мы едем как раз-таки в сторону Донецка. Так, вот, смотрите, вот у нас тут всякие здания, елочки, деревья. Класс. Мне нравится, очень, очень красиво. Очень красиво вот сделана карта. Если, ну, в реальной жизни, конечно, еще красивее. Но вот по карте у меня реально прям вопросов и претензий вообще никаких нет. Потому что... О, еще одна. Так, я так понял то, что на въезде и на выезде с Покровска у нас стоят вот такие вот блокпосты. А, ну это вообще в Донецк получается. Да, вот видите, указатель Донецк.
Так, ой, я немножко переехал стоп-линию, я надеюсь, меня за это не накажут. Так, давайте, наверное, подождем, пока проедет фура. Так, и попытаемся вписаться. Нам-то главное, конечно, вписаться. Я-то понимаю то, что... Так, ну, здесь нас никто, в принципе, не остановит. Я понимаю то, что... Главное... Именно не повредить груз, потому что это, как бы, игра. Так, зеркалами мы не бахнемся. Аккуратненько. Так, тут у нас, кстати, есть железнодорожный переезд. Кстати, здесь, получается, здесь у нас еще ходят поезда. Ну, прямо сейчас они не ходят. И хорошо, потому что нам уже по-хорошему нужно довести заказ. Это хорошо то, что работодатели нам дали время вообще осмотреть всю вот эту локацию, все вот эти города. Потому что хотелось бы с вами на это все посмотреть. Как оно все выглядит. Так, вот тут у нас немножко крутая дорога, поэтому сильно не будем гнать. Так, ну, пока что да, по дороге особо никакого разнообразия, конечно. Днепр, над Днепром реально постарались. Ну, Покровск я, конечно, не увидел таких прям особо, ну, усилий. Возможно, реально Покровск, ну, над Покровском так детально еще детализированно не работали. Но будем ждать, будем верить в то, что Euro Truck Simulator 2 еще что-то добавят, какие-то значимые карты, какие-то значимые города, и мы обязательно в них покатаемся. Надеюсь, что вам это понравится, потому что если вам понравится, обязательно напишите об этом в комментариях, оставьте свой комментарий. Вот, и я буду записывать такие видео намного чаще. Так, меня там кто-то обгоняет. Так, в принципе, у нас там никого нет, поэтому давайте мы повернем вот сюда вот. Да, конечно, по-настоящему на фуре такую скорость не... Ой, а что это здесь такое? Подожди-ка. Так, а у нас тут какая-то дорога налево, а мне ж как бы прямо надо. А мне ж надо прямо, я так понимаю. Как бы навигатор мне показывает прямо. Тут какая-то дорога, какие-то разрушения или что это такое? Подожди. А, это пески. Это еще не Донецк. Ого. Ого-го. Блин, это на самом деле очень печальное зрелище. Посмотрите на вот этот мост вообще. Ё-моё. Блин, даже в Euro Truck Simulator 2, не знаю, у меня сейчас, наверное, слезы пойдут от такого. Даже в Euro Truck Simulator 2 смогли такое добавить. Блин, походу сейчас какая-то начнется грустная картина. Мне уже начало не сильно понравилось. Ну это да, это вроде больше похоже на строительство, но если вот внимательно посмотреть... Блин, текстурки, конечно, вы знаете, текстурки выглядят так, как будто это было после попадания. Это капец. Посмотрите просто. Посмотрите просто на это зрелище. Ой-ой-ой-ой-ой. Это жесть, посмотрите. Ё-моё. Блин. Знаете, как инь-янь. Что-то красиво, что-то траурно, что-то печально. Но это пески. Вот это, скорее всего, какой-то, знаете, такой поселок, какой-то населенный пункт именно Донецкой области. Жесть, просто жесть. Давайте ехать дальше. Так, мы въезжаем... О, мы въезжаем в сам Донецк. Офигеть, вообще никого нет. Вообще дорога закрыта. Походу даже в Euro Truck Simulator 2, походу даже в нем нет никакого... Ой, ё-моё, ё-моё. Просто без комментариев. Давайте ехать дальше. Просто все развалено. Просто все развалено, никакого транспорта нет. Одинокая максимальная дорога. Ну, он кто-то едет. Вот мы въезжаем в Донецк. Добро пожаловать в Донецк. Ой, грустненько как-то. Грустненько как-то получается в плане въезда. Ну, давайте въезжать. Посмотрите, реально. Просто никого нет. Просто какая-то лесная дорога, лесная трасса. Нам осталось ехать еще 20 километров. Ну, это по меркам Евротрека. На самом деле немножко поменьше. Ой. Жесть, просто жесть. Едем просто по бескрайней дороге. И здесь все ой, боже мой. Боже мой, ё-моё. Блин, автор карты, да, тебе, конечно, реально прям респект за то, что сделал эту карту, но, конечно, за такое... Если прям вот настолько глубоко вот прям вот это все проделывать... Блин, видимо, автор знает больше, чем
чем просто спутниковая карта Google. Хотя я реально не знаю, откуда он это все брал, но он как-то это сделал. Вот это вот такой вот у нас Донецк. Ну, пока что я особо никаких жилых зданий не увидел, только разрушенные. Но как-то работает железнодорожный переезд. Прикиньте, как-то он еще остался в рабочем состоянии. Вот у нас крыша разрушена, вот у нас тут всякие осколки, вот эти кирпичи, запчасти от дома. Но, тем не менее, это Донецк. Один из крупнейших городов Восточной Украины, известный своим индустриальным прошлым и легендарным футбольным клубом Шахтер, если кто-то вообще слышал. Но это до 2014 года. Донецк был центром угольной и металлургической промышленности. Ой, а в Евротрек Simulator 2 он выглядит примерно вот так вот. Я, кстати, не знаю, есть ли заправка Миросол в Донецке. Ну, я даже не видел такую в Украине. Может, это просто автор решил такую текстурку добавить. Так, нам надо аккуратненько подняться наверх. Печально, конечно, максимально зрелище, но давайте вместе с вами вспомним, как выглядел на этой карте Днепропетровск. Вот, Днепр, Днепропетровск. Если кто сейчас спросит, почему я сказал два названия, потому что вот лично для меня вообще никакой разницы, как называется город. То есть в любом случае он мой родной, мой любимый. Вот, поэтому нам остается лишь спуститься. Вот, кстати, у нас начинаются жилые дома того самого Донецка. Так, у нас тут какой-то очень интересный спуск, но будем сейчас не сильно быстро спускаться, чтобы доставить груз целым и невредимым. Так, у нас стоит железнодорожное полотно, никуда не едет. Грузовой поезд. Но, тем не менее, мы куда-то подвозим груз. Значит, где-то нужны палеты. Хотя, возможно, по логике Евротрек Simulator 2, возможно, это... То есть мы не в АТБ везем, а тут, возможно, именно компания АТБ. Возможно, логика здесь такая. Так, здесь, кстати, можно даже поспать. Ну, спать мы не будем. Мы все-таки закончим доставку груза. Вот, и тут прям немножечко, прям капля Донецка. Честно, не знаю размер именно Донецка, то есть по сравнению с тем же городом Днепр. Вот, насколько, допустим, он шире. Так, нам необходимо где-то повернуть. Я только не сильно понимаю, где это нам надо повернуть. Скорее всего, где-то вот здесь. Потому что навигация, она сделана не очень точная. Так, у нас, кстати, на карте начинает идти дождь. Донецк нас встречает с небольшим дождиком. Но, тем не менее, наша задача именно доставить заказ. Так, я так понимаю, я правильно хоть въезжаю? Если я неправильно въезжаю, то как я отсюда потом выйду? Так, ну вроде как я въезжаю правильно. Так, да, я въезжаю правильно, это хорошо. Так, здесь где-то должна быть точка выгрузки, да. Ой, капец, как тут узко. Блин, походу реально в Донецке так доставляют товары. Так, давайте еще немножко проедем. Так, давайте, чтобы вписаться, возможно, мы немножко проедем вправо. Потом влево. Так, потихонечку. Во, все. Отличненько. Мы въезжаем в трейд аукс. Посмотрите, насколько здесь узко. И как тут вообще парковать грузовик. Я вам сейчас просто покажу размеры вот этой вот компании. Просто как гаражный кооператив какой-то. Ну, давайте не парковать, потому что мы просто довезли заказ. Превосходно. Заработали почти первый уровень. И Донбасс Баб. Прибыль за 7 дней 2505 евро. Спасибо огромное каждому за просмотр. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, у вас не сильно испортилось настроение после такого вот окончания. Я надеюсь, что мы будем продолжать намного большем позитиве доставлять такие заказы. Ну, на этом все. Всем пока и до новых встреч, дорогие друзья.